но поскольку этот раз мы хотим сделать с исследованиями, с анализами, мне придется в Питер ездить. Ой, я смотрела, кстати, видео, где как раз где ты ездил в Питер во время своего поста на какой-то сумасшедший день. 21 день. Я думала, как вообще? Так я же тебе эти анализы прислал. Просто на машине на 21 день сесть за руль, поехать, для меня это вообще какое-то космическое что-то. Вот, да. Ну я ехал так аккуратно, в общем-то, понимаю, что состояние может быть. Нет, я просто понимала, какое у тебя состояние, что ты можешь это сделать, что я думала, неужели это возможно? Такое на 21 день в принципе. То есть это просто... Ты знаешь, состояние почти не отличается от обычного. Ну, может, просто я в обычном состоянии, уже в измененном состоянии нахожусь, поэтому... Да, ой, спасибо. Садмарга, здравствуй. Спасибо большое за эту встречу, за эту возможность невероятную. И я, наверное, начну с самых простых вопросов, потому что очень интересно, как это случилось с тобой, как ты встал на духовный путь. Наверное же был раньше как бы период обычной жизни, как у всех, и что послужило как бы вот этим как бы толчком таким. Как прошла практика поста впервые? Практика поста, я помню очень хорошо этот момент. Я уже в это время, познакомившись с Илиной, занимался эзотерикой, шизотерикой, всякими медитациями. Вот. И попав на ретрит один, причем это такой был ретрит, мы довольно-таки много сидели, ну, практически випассана. Такой дзен-ретрит был. Вот. И я проходил ее второй раз. Там все должно было быть молчание, в покое, много тишины, покоя. Вот. Но там присутствовала вегетарианская хорошая вкусная еда. И первый, когда раз я попал, то есть я был всеядный тогда еще, питался все, что шевелится. Вот. Первый раз я там все это ел, а на второй раз, попав туда, вот что-то внутреннее сказало, давай не поедим. То есть у меня не было в жизни ни одного дня голода, я даже об этом никогда не задумывался. Я не читал ни книжек никаких, не слышал про это ничего. Но вот сидя в медитации в первый день, такая, как будто голос сверху, а давай не поедим. Я говорю, ты что, идиот, что ли? Попробуй. Ну, тебе виднее. Вот. И это был мой первый раз, когда я не ел, по-моему, сразу 7 дней я находился без питания. Что было удивительно, без всяких чисток, без всякой подготовки, без всякого настроя, да, то есть я вот отказался от еды. Единственное, что меня смущало, конечно, запах, который доносился там. Это сейчас мне там эти запахи совершенно как бы фиолетово. Там готовить, не готовить, там есть, нет, вид еды. А тогда, конечно, все это еще так втягивало в этот процесс. Вот. И вот первые 7 дней вот эти я находился без еды, но на воде. И в конце этого ретрита у меня тогда тело вообще было, скажем так, очень сильно запущено по гибкости, по коленям, по всем суставам. То есть я даже вот на корточках не мог сидеть больше 15 минут. Я специально себе сделал такую скамеечку для медитации наклонную, чтобы хоть немножко можно было сидеть, попасть в это состояние. И сидя там 15 минут, мне надо было вытягивать ноги, там немножко разминать суставы, чтобы, ну и состояние, конечно, так пропадало. А тут, не знаю, то ли потому что еды не было, да, но в один из, по-моему, предпоследний день был, я сел, мы как были, 1,5 часа сидели в медитации, час отдыхали, 1,5 часа сидели, час отдыхали. Когда мы эти 1,5 часа сидели, ну, естественно, там раз по 10-15 ноги все эти выпрямлял. А тут я сел на свою скамеечку любимую, сижу, и вдруг я чувствую, как будто вот ноги начинают погружаться в какую-то, как в теплую воду. А поскольку сидишь, глаза закрыты, только ощущения чувствуешь. Думаю, открыть глаза, посмотреть, что ли, как-то думаю, неинтересно. А это состояние как бы продолжается, и тело, которое покрывает вот этой, условно говоря, водой, оно как бы немеет. И я чувствую, что я половину тела уже вообще перестаю чувствовать. Перестаю чувствовать тело, и все это захлестывает. Был такой небольшой всплеск страха, что это такое, куда тело, куда оно исчезает, что происходит. Потом такая опять вот как голос, ты же сюда за этим пришел, что ты? Говорит, да, давай. И меня чпонько выключило. И меня выключило там на 1,5, не, какой на 1,5? Я просидел всю медитацию эту, 1,5 часа. Потом перерыв, я так его
не услышал там ни звука ротала, я там под лестницей нашел себе такое местечко, чтобы никому не мешать, чтобы меня никто не видел. Вот. И вторую часть, то есть я просидел практически 4 часа неподвижно, на следующий перерыв я уже вышел, на звук на этот, вот. И состояние было уже совершенно другое. То есть то, что там происходило, ну это немножко сложно описывать, то, что там как некая демо-версия, вот как вот сейчас фильмы, когда показывают, перед фильмом трейлер, да, наверное. Вот мне показывали трейлер всего, что со мной произойдет, наверное, дальше как-то. Вот. Состояние каких-то, то, к чему я стремился на том уровне. И когда я пришел в себя, я понял, что я это получил только благодаря тому, что я не ел. И я думаю, если я 7 дней не поел, а что же будет, если я побольше-то не поем? И я там в следующий раз уже в самостоятельном режиме, думаю, попробуй там 14 дней. Он попробовал 14 дней, тоже не умер, ничего, все нормально, все хорошо. Это я еще был в такой режиме всеядности. У меня не было ни литературы, нигде тоже ничего не читал. Вот. И я просто стал потихоньку наращивать продолжительность вот этих дней. Но у меня все время этот процесс был связан с медитацией. То есть для меня не был вот важен фактор там, просто отказа от еды. Да? Для меня это был как инструмент познания себя и мира, как расширение сознания, что ли, да? Как допинг такой. Вот я просто видел, что без еды восприятие совершенно меняется. Ты как бы утончаешься, становишься таки более прозрачный, мысли такие, как вот тает, да, как снежинка тает, и вот этот снежный ком мысли, он тает, и в голове такая чистота, пустота образуется, и ты как за какие-то пределы уходишь просто. Вот. Ну а постепенно потом стало включаться уже поиск какой-то литературы, каких-то источников. Вот. Продолжительность увеличивалась. Чувствовал я себя как-то, как ни странно, все лучше и лучше. Вот. И наткнулся я на дневник Оли Швед. Есть такая женщина, очень интересная, она медик, практиковала сухое голодание. Сейчас у них центр в Беловоде, тоже они там все практикуют. Я почитал ее дневник, у нее был 11-дневный сухого голодания. Я думаю, ничего себе, можно еще и без воды, оказывается, голодать. Но к тому времени у меня уже, я уж не помню сколько, но такие, к 20 дням уже сроки подходили. Точно, я вспомнил, что услышал я, что была такая Джаз Мухин, и там происходит как бы после 21 дня инициация. Но это не только на голод, это даже у нас привычки меняются через 21 день. Ну и многое такая трансформация происходит вот как раз через 21 день. Думаю, надо 21 день. Вот, прошел инициацию в 21 день без еды. Вот, и попалась мне как раз информация. Вот, наверное, пространство подкинул вот этот дневник Оли Швед, и я решил, не попробовать ли на сухую. Естественно, там я о 11 днях даже не помышлял, потому что, прочитав этот дневник, я говорю, ничего себе, там жесть такая, там состояние там ломало, там нет сна, жар. Для меня кошмары какие-то там виделись. Но я начал, по-моему, сразу что-то с 5 дней. К тому времени я уже там понимал, что есть чистки, да, что уже как-то надо потихонечку режим питания менять, поскольку режим питания он и с медитациями тоже был связан, поскольку разная пища на состояние наше очень сильно влияет. Вот. И так у меня включилось это сухое. И я увидел, что сухое, оно работает как бы намного эффективнее, чем с водичкой. То есть как бы сроки ускоряются. Вот, и очищение, и ты быстрее эти... Ведь у нас что происходит? Когда мы, например, перестаем есть, вот, у нас что мысль какая остается? О еде. А если мы перестаем еще и пить, то мысль о еде, она вообще уходит. Остается мысль о питье. Вот. Но тут, если перестаешь дышать, то тогда мысли вообще все уходят. Вот. Поэтому вот этот дневник мне очень хорошо помог. То есть я начал осваивать как раз вот ступенчато тоже свои. Но я всегда шел к этому без фанатизма, очень аккуратно, чувствуя, что происходит. Вот, к сожалению, мало я всей литературы читал, то есть я все как на своих пробовал. Ну, нельзя сказать, что ошибка, на своем опыте, наверное. То есть только вот я вылез вот в то, что я сейчас имею, только, вот, наверное, благодаря своему опыту. И так постепенно прибавляя вот эти деньги, потом где-то на 16-м, по-моему, дне, да, я начал уже снимать видеоотчеты, потому что как-то люди стали интересоваться, думаю, что интересно, тем более, ведь мне тоже было интересно, а чего там, врачи говорят, что по сути на 16-й день уже труп должен быть, да. Вот.
Причем я помню, еще 14-й день был, да, то есть у нас там были люди в гостях, я воду таскал им, то есть контактировал, как бы воду таскал, но не себе, да. Ну, То есть даже силы были. да, так я еще поднимался на 10-й этаж, потому что вот очень важный фактор, что на отказе от еды всегда нужно движение. Потому что вот когда голодающие, мы объявляем голодовку и ложатся на раскладушки, и через неделю люди умирают. Вот просто от закисления. То есть лимфа перестает двигаться, кровь еле двигается, то есть все, и человек закисляется, ацидоз, самоотравление, он просто умирает. У меня всегда было включено движение какое-то. Там прогулки, то все. Вот, то есть мне всегда вот и помогало только... И, вот, соответственно, сроки увеличивались, и вот дошли до того, что мы имеем на сегодняшний день. Вот, то есть где-то около больше 3 месяцев на воде и 39 на сухую. Да, 39 это, конечно, вообще такая цифра, мне даже представить сложно. 39 дней на сухую, без еды и без воды. Я думаю, что на самом деле очень большому количеству людей просто это немыслимо, для многих вообще. Это огромный срок просто. Ты знаешь, я когда участвую в этом эксперименте, я тоже в это не верю. Я вот каждое утро просыпаюсь, когда я вот последним, перед этим у меня было 27 дней, я думаю, я сделаю там, 5 добавлю где-нибудь. Я никогда заранее не ставлю себе, сколько там я буду. Там. Хочется немножко увеличить, но не знаю, когда и сколько. Да? Кстати, немножко отмотав назад, вот почему я вышел тогда на 27-й день, я тоже хотел выйти на 25-й, но проснувшись утром на 25-й день, я почувствовал такой прилив энергии. Я там и бегал, и йогой занимался, то есть я чувствовал, меня просто прет. 25-й день сухого, перло просто, выходить, да вы что, с ума сошли, что ли? Нет, еще остался, но потом состояние выровнялось, думаю, все, пока хорош. То есть я всегда выходил в очень позитивном состоянии, никогда там весь все помирал, или там совсем плохо. Нет, то есть, да, у меня там кризы были, но мы об этом там попозже поговорим. Потом они все просто стали проходить. Вот. И вот это состояние отказа от еды, оно становилось практически такое же, как с едой, ты просто отключал в мозгах мысли о еде и о воде и продолжал существовать. Но когда я проснулся, во-первых, уже подарок, уже замечательно, уже сразу состояние хорошее, проснулся же, да, никто не обещал, что проснешься, принял этот подарок в виде нового дня, новой жизни и продолжаешь. То есть занимаешься своими делами, йогой, зарядкой, там, стройкой, не думай, что ох, я такой весь великий, ужасный, столько не ем. Вообще мысли в эту сторону не направляешь. И каждый день просыпаюсь, сколько же еще можно. И вот этот интерес, почему я сказал, что я попал в ловушку в эту, да, я не знаю, что с этим делать. То есть, хорошо, в следующий раз я пойду, там больше будет, но у меня все равно останется, я понимаю, что это вопрос, а что дальше? А дойти до края вот этого точки, или до какой-то точки невозврата надо доходить, когда тебя там уже... Я не знаю, сколько это времени надо. Я не знаю, буду я это исследовать или нет. Потому что какой-то такой расплывчатый... Вы, главное, обязательно делитесь, чтобы мы могли наблюдать. Да, то есть это какая-то, как в фантастике ты живешь. То есть не пьешь, не ешь, а здоровья и энергии вполне достаточно. А в чем разница вообще между сухим голодом и голодом на воде? То есть есть какая-то принципиальная, то есть понятно, что не пьешь воду, но по ощущениям, что происходит, почему разные процессы или в чем их отличие? Смотри, когда ты на воде, вода помогает вымывать продукты распада. Токсинчики, все, что у тебя там остается, через мочу. У нас же, мы вроде не едим, а кишечник все равно наполняется. То есть наш желудок, там эпителий, кишечник, то есть что-то отслаивается и все равно так потихонечку движется. И водичка помогает все это, по сути, вымывать. И человек, конечно, это более растянутый процесс, чувствует себя лучше, конечно, намного, более такой активным. То есть на воде можно включать такую более сильную физическую нагрузку. Там и потеть можно, там и баню посещать. То есть ты как бы не экономишь воду, тем более ты пить ее можешь, там хоть живот полный набить, да, там все это промывать. А на сухом что получается? Воды нету, только вода в тебе, но что получается? Что ты начинаешь воду брать из воздуха. То есть у нас же, по крайней мере, не знаю, как здесь, хотя здесь тоже влажный довольно-таки воздух. Процентов там 80, а то и 90 бывает влажности.
То есть ты через дыхание, через легкие каким-то образом начинаешь ее трансформировать. Потому что для меня всегда было удивительно, столько дней без воды, а в туалет все равно понемножку уходишь. Вот. Но поскольку влаги не хватает, и уже не хватает процесса вымывания, поскольку моча становится очень такая темная, такая густая, вот, там, я так понимаю, что включается такой процесс как бы выжигания. То есть печень работает активнее, чтобы сжечь вот эти токсины, ну, на таком уже температурном режиме, скажем так. То есть вот такое происходит как бы очищение. Вот поэтому на сухом у многих такой жар начинается, такое как состояние заболевания, что ли. То есть многим воспринимается это так очень довольно-таки как болезненность. Вот. Но я живу в состоянии принятия, и вот все вот эти состояния, которые, ну, бывает, там накрывает что-то, я их просто принимаю. А то, что ты принял, тебе не надо с этим бороться. Вот как страдание. Ты принял, что есть страдание, все, оно исчезает, потому что ты не борешься с этим страданием. Также и в состоянии нееды. То есть я принимаю все состояния, которые у меня происходят. Если меня будет там подбрасывать, я приму это. Если меня будет там под землю закапывать, я приму это. То есть я не борюсь, не трачу энергию на сопротивление каким-то обстоятельствам. Вот, и энергия в тебя втекает, и с воздухом, и с радостью жизни, и с благодарностью. Ты просто вот наполняешься. Ты не ешь, но ты наполняешься вот этой энергией позитива. Вот поэтому все время только на позитиве это должно происходить. Если ты голодаешь на усилии, в страдании, лучше завязывать, пока не отстроится вот это состояние. Тетя Марга, а были ли какие-то физические заболевания, которые по результатам вот, постов, голодания в итоге вообще исчезли? Ну, да, самое такое интересное, что у меня лет в 20 с чем-то, или ближе к 30, у меня появилась витилиго. Это такое нарушение пигментации, то есть я был весь пятнистый такой. Началось отсюда такой, и вот пошло все. Я когда пришел к врачам, они говорят: о, это витилиго, оно не лечится. Я говорю: ну ладно, не лечится, так не лечится. Думаю, ну буду пятнистый ходить теперь всегда. И что интересно, после 40-го дня на воде, когда я, кстати, тоже на 40, вот по датам тоже надо так чуть-чуть запомнить, да. Вот, после 40-го дня на воде я что-то подхожу к зеркалу, я не вижу ни одной пятнышки. То есть я глазам не поверил, то есть кожа полностью очистилась. То есть неизлечимо. Я к врачам пришел: где моя витилиго? А что ты делал? Я говорю: ну, 40 дней не ел. Иди отсюда. Ну ладно, я пошел. Ну все, то есть остался я без неизлечимой болезни. Вот. Желудок тоже у меня всю жизнь очень такой был слабый, болезненный. Ну, поскольку ел я все, что не приколочено. Вот. После вот этих длительных тоже отказов желудок полностью восстановился. Ну, то ли там пленочка нарастает, то ли еще что. Я не знаю суть этих процессов, не медик, да. Я практик. А вот если случаются какие-то кризисы во время поста, какие-то неприятные ощущения, какие бывают и что помогает с ними справляться, чтобы не выйти вот на этом этапе из голодания? Ну, во-первых, только позитив, благодарность. Если есть этот криз, значит, что-то ты где-то там не докосячил. И говоришь: спасибо, значит, я буду что-то в себе менять. Вот. И ты просто принимаешь, да, что у тебя что-то болит, вот, но принимаешь как бы ласково, с благодарностью, как отеческий шлепок такой, да. Но что вот интересно, поскольку я практикую очень давно и наращивал все это постепенно, у меня этих кризов практически нету. Я вот не помню такого состояния, что меня там совсем уже размазывало. Да, бывает, встаешь там утром, обычно это с движения, все начинает, тут лежишь, ну не хочется как-то двигаться. Ну, бывает, там поваляешься подольше, да, потом так начинаешь потихонечку в кровати даже уже разминаться, там дыхалочкой позанимался, там погнулся, и так как-то потихонечку включаешься. Ну так, чтобы там плющило полностью, у меня такого уже давно не было. Но люди, которые приезжают ко мне, я эти симптомы, в общем-то, вижу. И самое лучшее, я всегда рекомендую движение. Движение, дыхание, то есть ты через легкие чистишься и через движение, потому что у нас кровь чистится лимфой, лимфа запускается, двигается только через мышцы, поэтому вывод один: надо двигаться. Да, не обязательно какие-то силовые там делать движения, то есть прогулки, там, пробежки небольшие. На сухом вообще сильной активности физической не надо. Но движение, вот мы делаем медитации, там тряски, кундалини, вот эти все, то есть вибрационные, простукивания обязательно, вот, пяточками простукиваемся, чтобы все это двигалось. И это делать обязательно. Я вот, даже когда люди ко мне приезжают, то есть у нас это обязательное условие, что человек должен двигаться. Даже когда ему очень плохо, я говорю: давай через не могу, но двигайся, двигайся, двигайся и двигайся. Вот. Если человек на воде, очень хорошо помогает сода.
Вот. А что с ним нужно делать? Просто разводишь водичкой горячей и выпиваешь. Потому что у нас без еды организм очень сильно закисляется. А сода на какое-то время снимает эти симптомы, то есть как ощелачиватель такой. Вот. Но мы, правда, купили активатор воды, и те, кто вот на воде, то есть поем живой водой, она тоже щелочная получается, тоже довольно-таки быстро снимает. Потому что все эти симптомы, это закисление, это загрязненность, потом со временем это все проходит. А есть какие-то рекомендации вот для людей, кто хотят попробовать и только начинать? Как подготовиться? Может быть, вот человеку, который еще не в теме, только собирается вот, там, первые шаги сделать. Есть ли какие-то рекомендации по этому поводу? Да, сначала, естественно, настроиться, то есть как бы немножко для себя проиграть эту ситуацию, убрать все, что тебе будет мешать. Если у тебя какие-то проблемы запланированы на это время, лучше перенести этот опыт. Или убрать эти проблемы заранее. То есть ты как в отпуск идешь, в общем-то. То есть ничто внешне тебя не беспокоит. Как можно меньше разговаривать, болтать. Телефон лучше вообще отключить. То есть идет у тебя как бы, слово «голод» не очень люблю, да, пауза пищевая, но также идет информационная пауза. То есть ты начинаешь как бы соединяться с миром, убирая все, что из тебя высасывает всю эту энергию. И тогда ее в тебе как бы остается больше и больше и больше. Вот. Конечно, перед этим хорошо поменять питание на живое, если там у человека всеядное, хотя бы там недельку побыть на овощах, на фруктах. Вот. Обязательно почистить желудочно-кишечный тракт. Есть хорошая практика Шанпракшалана, то есть пьешь соленую воду, литра 3, там, столовая ложка у меня там есть эти видео, рассказываю, это найти в интернете несложно. Кишечник должен быть чистый, там не должно быть ничего. Вот. И с чистым кишечником, как на свободу, с чистой совестью входишь в состояние с позитивчиком, с радостью, исследуешь, радуешься каждому мгновению, что ты меняешься, трансформируешься и познаешь себя с неизвестной стороны. То есть все время позитив, благодарность и чистка и настрой, что мне это очень интересно. То есть вот как человек улыбается, он сразу меняется, да? Так же ты, то есть ты внутренне все время улыбаешься. Даже если там чуть побаливает, там голова будет, я улыбаюсь, нормально все. Улыбайтесь, да. Да. Про сон. Да, Сатмарга, вот вопрос про сон, потому что на сухом посте, вот у меня был личный опыт, что мне было очень сложно спать. У меня пропал сон, и это меня очень тревожило, и, наверное, психологически тяжело очень переживалось. То есть как сейчас у тебя происходит этот процесс? Есть ли сон, нет ли сна? И вообще вот люди, которые приезжают и проходят под твоим руководством постятся, какие процессы у них и какие рекомендации в эти моменты? Да, со сном штука очень интересная. У меня, когда меня сейчас спрашивают, как ты спишь во время сухого, я говорю, как ребенок. Спится великолепно. Если сны есть, они просто настолько так и осознанные, и красивые, и шикарные, что хочется даже продолжать их видеть. Вот. Но поначалу, я помню этот кошмар, когда спишь там, дай бог, там 20 минут в день, и чем дальше срок, тем меньше и меньше было сна. Люди приезжают, все то же самое, но тут, смотри, что интересно, это больше психологический момент. Человек привык, что ему надо спать. И ты лежишь, сна нету, ты спать-то не хочешь. И просто надо что сделать? С этим согласиться. Я не хочу спать, что мне надо, я досплю. И все, и ты расслабляешься, занимаешься какими-то своими делами. Понимаешь, сколько у тебя времени, у тебя из 24 часов, полчаса, 2 часа сна, все остальное время твое. Читай, танцуй, пиши, там, сочиняй стихи, все, что хочешь, делай. А человек, что он говорит, надо заснуть, мне же надо поспать, ведь я же там, что-нибудь со мной случится. То же самое. Опять позитив, вот те рекомендации, которые я тебе давал по голоду, то же самое со сном. В принятии, нет сна, не вопрос. Будет замечательно, не будет, еще больше времени останется. Потом со временем, вот с опытом, да, то есть спится просто великолепно. Не настолько долго, конечно, где-то там, 4-5, там, иногда 6 часов. Но этого сна вполне достаточно, потому что энергия по-другому уже течет. Ведь мы как во сне перевариваем пищу, то есть все, то есть для этого, в общем-то, у нас же пищеварение во сне тоже происходит, и организм так задуман.
А тут переваривать нечего. Вот, ты расслаблен весь, ничем не загружен, ни стрессами. И что тебе спать? От чего тебе Мы во сне же отдыхаем. От чего тебе отдыхать? Что, так устал, что ли, да? Вот. И получается, что это тебе еще один бонус, подарок. То есть люди мучаются, а на самом деле, получив вот этот бонус и подарок, это надо же радоваться просто. Ты не ешь, не пьешь и еще не спишь. Наслаждайся. То есть просто поменять свое отношение к этому. Все. Если говоришь, так это ж плюс, оказывается, елки-палки. И вот тогда не надо мучиться. То есть не ворочаешься там, встаешь и жар тоже внутренний, тоже такой бывает. Я там тоже понимаю, что сейчас идет процесс очищения. Мы же в бане сидим, тоже жарко. Тоже но ни у кого претензий-то к этому нету, все лезут в эту баню. Ну, сейчас мне не надо даже в баню, у меня там жар, там, пускай там пота нету, но ты понимаешь, что организм трансформируется. Ты говоришь, вот, так это же здорово. То есть ты во всем начинаешь видеть плюсы, во всем позитив. И вот на этой кайфушке просто все происходит всегда на ура. И отказы от еды, там, и темные ретриты. То есть ты во всем этом... Да, то есть жизнь это просто кайфушка. Страдания вообще по сути не существует, это иллюзия. Вот, когда у меня ушел аспект страданий, жизнь просто поменялась с ног на голову вообще. Вот. И опять, что у меня нет страха смерти, поэтому мне очень легко исследовать все эти состояния. Потому что человек, когда это исследует, думает, а вдруг я умру? А я когда это исследую, у меня даже мысли нет, а вдруг я умру? По сути, я уже отпустил эти все страхи, да? Вот и тело, и всего остального, и отношения с этим миром, и физические, и материальные. Поэтому проснулся уже замечательно. То есть страх всегда будет высасывать энергию. Страх всегда токсичное состояние. Радость, благодарность – это приток энергии. То есть, когда ты все делаешь на этом состоянии, тебя просто накрывает и подкачивает. Вот поэтому у меня, наверное, все так легко и происходит. А еще вот вопрос по поводу утончения состояний. Получается, что когда практикуешь сухой пост, сухое голодание, то ты говорил, что утончается состояние, да? А в чем это проявляется? И вот в мире снов это как-то отражается тоже? То есть какую роль сны играют в твоей жизни? Ну, наверное, ключевую. Поскольку наша жизнь есть сон. И многие ответы у нас есть во снах. Это просто сейчас, если мы начнем об этом говорить, мы не закончим. Это часов на 2 суток как минимум. Вот. Но по сути, все, что происходит в этом мире, уже как аналог есть в наших снах, и многие ответы там же есть. Это из состояния единства, да, что все здесь едино. Ну как едино? То есть это ж ты, это ж я. Но если во сне вот ты берешь репортаж у кого-то, например, да, вот, то есть в твоем сне есть ты, есть твой оппонент, есть между вами какой-то диалог, но по сути что происходит? Твой ум создал тебя, аватарчика, да, создал какого-то неизвестного тебе абсолютно человека, вот, и ты ему задаешь вопрос, он тебе что-то отвечает, но это все делаешь ты. И за него, и за себя. Понимаешь, то есть во сне в твоем, кроме тебя, никого нету. То есть ты создаешь там пространство, как Бог тут создал реки, море, да, там небеса. То есть ты все создала там и себя, и других, и сама в этом участвуешь и за себя, и за него, но проживаешь как бы через одного себя. Поэтому сознание здесь вот это общее, через каждого из нас проживает вот то же самое, что у нас практически происходит во снах. Но оно проживает через каждое живое существо. Вот. Нам это в нашей матрице не уложится. Вот. Но приблизиться к этому можно вот как раз через понятие, что происходит вот во снах. Опять-таки осознанность во сне. Когда ты во сне начинаешь осознавать, что это сон, исчезает сразу целый пласт страхов, стрессов. Если ты понимаешь, что это сон, за тобой бежит там саблезубый тигр, ты говоришь, киса, ну иди сюда, там посмотрим. Что. Если ты не веришь, что это реально, ты от нее будешь бегать. Вот, если ты осознаешь, что это сон, ты там можешь летать, там, падать, разбиваться, там, под машину кидаться. Ты понимаешь, что ничего с тобой не будет. Там. Распадешься, опять спадешься. В жизни мы почему боимся уйти из этой жизни, цепляемся за все, что нажито нашим непосильным трудом. Вот, и пытаемся все это удержать. Конечно, нам невдомек, что уже не один раз мы уже эту историю проходили с этим умиранием. Ну, как мы просыпаемся каждый раз, по сути, это для тебя, как персонажа сна, смерть.
То есть ты там умерла или пробудилась, да, то есть проснулась, оп, я же в этой реальности. Ну, сейчас философствовать об этом не имеет смысла, но когда из этого тела уже уйдем, ну, я думаю, что-то такое случится наподобие. Потому что, по сути, нас, как тело, как личность, это ну, некая иллюзия такая. То есть личность – это вообще набор информации. То есть вот тебя взять маленькую, да, новорожденную, и поселить в 50 разных государств. Америка, Исландия, Перу, там, Мексика, Бали. А потом через какое-то время собрать и вот здесь вот в комнате разместить. Это будут внешне приблизительно одинаковые люди, но они будут все разные. Какая-то из них будешь настоящая. У кого-то склочный характер будет, кто-то добрый, кто-то там такой. Да. Какая ты из них будешь настоящая? Нет, это будет просто наполненный информацией сюжет такой. Только и всего. И ты вот как раз выходишь из этого сюжета, ты понимаешь свою матричность, но тогда кто же я? Вот. И когда до тебя доходит, что тебя-то по сути вообще не существует, что это иллюзия, ты расслабляешься, ну, слава Богу. Пока существуют вот эти все вопросы, нет покоя. Покой наступает, когда исчезают вопросы. Но они исчезают не из того, что нет на них ответов таких вот, да, а ты как бы успокаиваешься отсутствием вот этих ответов. Потому что на вопрос «кто я?» сложно ответить «я тот-то или тот-то или тот-то». Я мальчик, я девочка, я взрослый, я там такой-то, я профессор, я там еще кто-то. Вот. Ты наоборот делаешь, откидываешь то, чем ты не являешься. Рука – это ты или не ты? Вроде я. Вот волосы – это ты или не ты? Часть меня. Отрезали, кинули – это ты. А в борщ упало там или еще куда-нибудь, вообще сказали, что ж такое-то, или в смузи там попали волосы. Вот. Поэтому все это можно убрать, заменить, сознание можно поменять, перекодировать тебя можно полностью, переформатировать по сути. Вот, а кто же все-таки ты? Когда ты засыпаешь, ты вообще по сути умираешь, исчезаешь. Меняемся мы постоянно. Маленькая ты была одна, сейчас ты большая, тело меняется, клетки меняются. То есть то, что родилось от тебя, вообще уже ничего не осталось. Все новое, все другое. Мировоззрение меняется. Если бы мне кто-то в молодости или в зрелом возрасте сказал, что я вот дойду до такого состояния, я бы сказал: вы что, идете, что ли? Я когда первый раз услышал человека, который дал мне такой волшебный пинок в эту сторону, мастера Самирана, который помог мне в движении в этом направлении. Я когда первый раз услышал, я думал, да у парня с головой что-то не в порядке. Какую-то ахинею несет, но почему-то я пришел на следующий день, на следующий, меня это втягивало. Я не понимал, что он говорит, но как-то существование, как вот опилкой к магниту подтягивались, вот стрелка комнаты, магнит подносишь, и направление менялось. Потом там литература какая-то уже пошла, там хотя бы начал разбираться, то есть поиск всего вот этого. Потом состояние «ах, я не достигну этого никогда», там потом, и вот эти все вещи, которые... И вот только когда меня срубило разочарованием полностью, что я сдался, говорю, все, не надо мне ничего вообще. Ни просветления, ни духовности, ничего, все, отстаньте от меня. Вот меня за шкирку взяли, сказали, а теперь пошли. Я говорю, никуда не пойду, не надо. А говорит, тебя уже никто не спрашивает, от тебя уже вообще ничего не зависит. Да, действительно, от тебя вообще ничего не зависит. Вот то, что я здесь оказался, это я, оглядываясь назад, вижу, что как это игра в гольф, да, там из лунки в лунку загоняют, тогда ты оказываешься в финальной некой лунке. То есть как-то сознание, привидение тебя все время подталкивает. Вот. Если ты в потоке неком, да, про тонкость восприятия, если ты в тонкости восприятия, ты согласен, то есть ты как парусник идешь по ветру, по потоку жизни, и тогда тебя приносит в нужную. А если ты из ума считаешь, нет, надо вот так вот делать или вот так вот, а мне мама сказала, что так, а тут написано, что так, надо там кундалини поднимать или еще что-то, вот, может не туда просто прийти. Вернее, придешь, но через довольно-таки длинные истории. Какой самый короткий путь? Сдача. Принятие вот этой, то, что действительно говорит, на все воля твоя, и ты принимаешь с любовью и благодарностью все, что происходит. И тогда происходит магия, то есть ведь у нас происходит и хорошее, и плохое, а мы что делаем? Мы хорошее-то принимаем, плохое-то мы не любим принимать. А тут ты принимаешь это все оптом. И вот тут происходит вот эта магия, страдания рассыпаются, исчезают, все плохое, ты видишь, какое оно хорошее, что вот это все плохое, что с тобой происходило, это было дано на благо тебе. Это был самый твой мощный ресурс,
то, что тебя двигало. Потому что если ты в теплой, уютной постельке лежишь, ты никуда не пойдешь. А если тебе плохо, если тебе плющит, колбасит, ломает, надо как-то избежать этого. Ты начинаешь искать поиск выхода. И вот он включается, и ты идешь. Я понимаю, что то, что в жизни меня вот это страданиями накрывало, если бы их не было бы вот этого, что здесь существует. Поэтому я больше в жизни благодарен всем страданиям. И людям всегда говорю, если вот страдаете, благодарите за эти страдания, это самое классное, что есть. Это вот про короткий путь. Если вы будете их избегать, вы будете бегать по жизни, они вас все равно где-нибудь достанут. Если вы приняли с благодарностью отцовский или материнский шлепок, да? Вот как мама с ремнем, ну-ка иди сюда, сейчас накажу. Если ребенок подходит, такой штаны снимает, говорит, ну ты все понял, иди отсюда. Вот то же самое. А пока он будет от нее бегать, она еще с азартом там за ним по всей квартире будет носиться. Так же и жизнь. Пока ты от нее убегаешь, она за тобой будет носиться. А если ты говоришь, да, давай, я согласен. Вот на все воля твоя, вот это вселенское принятие, и оно случается. Это фантастическое состояние. То есть тебя накрывает и потоком любви. То есть, потому что вот эти состояния ненависти, непринятия, это как раз и страдания, а ты согласился их принять. Ты только что подписал некий договор, поставил кровью, да, что я принимаю это. Поэтому, ну, в моем понимании, может, у кого-то другой путь есть. У кого-то путь любви, бхакти, то есть поклонению, там, может быть, идолы кому-то надо, может, там, поклонение учителю, гуру. Я всегда практик был, я всегда пробовал, что вот... Потому что я когда начал вот это все вот эти медитации, ошевские какие-то практики, с утра до вечера, то есть для меня собственная жизнь вообще как бы начала исчезать, и я только занимался практиками. И думал, когда что-то случится, я же ждал, что-то такое будет невероятное, волшебное, и ничего не случается, думаю, ну что ж такое? Причем, что интересно, что когда меня накрыло, приятного-то в этом ничего не было. Потому что то, что я считал собой, своим, у меня все отняли. И главное, уже не было того, кто хотел этих состояний. Вот поэтому в этом ловушка. Понимаешь, это обман, вселенский обман. Все духовно ищущие хотят какого-то состояния, но когда это состояние получают, нет того уже, кто хотел этих состояний. Поэтому это ловушка и обман. Но это как мухи на мед, да, то есть все летят, вот это дается такой внутренний зов, а потом мгновенная трансформация. Что я искал, это все уже было. Но это уже другой человек, он как раз уже такой перевертыш. Сатмарга, я еще вот хотела спросить по поводу сухого поста. Я знаю, что ты делал 39 дней, да, и на 40-й день ты вышел. Угу. Почему на 40-й день вышел? Почему не на 41-й? Вот как раз, чтобы остался такой интерес к этому процессу, потому что я помню, что как раз хотели мы вернуться, когда я отказывался от еды на воде, был уже момент, когда пора было на 40 дней идти. Там у меня 27 было или что-то такое, или 28. Думаю, ну уж как-то, думаю, где ты и где там, кто там постился 40 дней? Ты что там, уже метишь на его место, да? И даже было как-то немножко неудобно. То есть приближаться к этим высотам, но я уже как бы чувствовал, что я могу. Вот. И вот я когда прошел первый раз вот эти свои 40 дней, когда, кстати, я прошел первый раз 40 дней поста своего с водичкой, у меня не появилось ощущение, что ты Иисус, да, ты такое же прошел. Наверное, уже в это время не было никаких состояний, что ты к чему-то можешь, какой-то эговости, что ли. Вот, кстати, еще тоже, что мешает духовному откровению, пробуждению, это эговость. То есть ты себя, по сути, размазываешь, вот пранам, поклон, то есть не пытаешься что-то выпендриваться даже сам перед собой. Но аж перед Богом выпендриваться, это просто глупо, да, то есть о чем ты думаешь, он уже знает, поскольку это не ты думаешь, это он там через тебя думает, как в твоем сне, да. Вот. И вот когда сейчас тоже думаю, оставлю-ка я 39, чтобы еще, потому что я не знаю, у меня, в принципе, у тела уже возраст такой приличный, вот сколько еще ему отмерено, я не знаю. И, не знаю, завязывать с этими сухими постами, не завязывать. А так, чтобы для самого себя, чтобы не завязать, все-таки как-то еще продлить интригу такую. Думаю, а сделаю-ка я. Хотя я вышел тогда на 39-й день, то есть вполне еще
можно было идти дальше. Я вот почему говорю, что это ловушка, что я не знаю, сколько еще можно в процессе быть этого состояния. Поэтому я сделал 39 дней, и такую создать интригу, скажем так. Вот. Но я думаю, если пойдет дальше уже... Причем тоже для меня был вот вопрос, Иисус голодал он на сухую или нет. То есть сначала я думал, что все-таки, наверное, он на воде только голодал. И вот постепенно, проходя вот эти сухие, я понимаю, что у него, может быть, и было с собой там... Я был в пещере, где вот он был, там туда ни воды, ничего. Ну, по стенкам, может, что-то стекает такое. Вот, но явно там ни реки, ни ручейки там были. Вот, так что, скорее всего, с водой у него тоже была напряженка. Если там не полностью, может, там сухой, там, может, какой-то пару глотков он и делал. Вот, но, скорее всего, когда он был в этом состоянии медитации, там это все происходило и без еды, и без воды тоже. Вот. Ну и как показала практика, что это, в общем-то, возможно. Вот. Спасибо большое, Садмарга. Благодарю.